Его мне посоветовал Паха-Паха, и я его нашел. Коньячный герой из ленты. Прикосновение к вечности. Коньяк старой Кахети 5-летний. И сегодня его пробуждение. И как часто это бывает, к этому коньяку есть вопросы. Можно ли его употреблять с удовольствием в чистом виде? Или это коньяк под шашлык? Стоит ли он денег на него потраченных? И какое место он займет в моем алкорейтинге? И доброй пятницы. С вами Пятница. И ее завсегдатый алковитек. Выпьем. Бутылка у него уникальная. В форме торпеды. Уникальное тиснение есть. На этикетке ощущается объем. За бутылку к Кахетинскому заводу ставим плюсик. И погнали. Сегодня у меня два вот таких бокальчика. Разливать будем сразу в оба. Первый будем пробовать, а второй постоит, подышит. Благородный чпок. На два бокальчика вышло 130 мл. Мне подходит. Правый бокальчик убираем в сторону. Второй бокальчик рассмотрим поподробнее. Цвет стандартный, коньячный. На этикетке написано, что добавлен сахарный краситель колер. Но я бы среди коньяков отнес этот коньяк по цвету к среднему. Коньячная буря в стакане. Сперва запах коньяка, а потом запах с протяжки в нос бьет. Сокровища Тифлиса также себя вели 8-летние. И это, кстати, тот же завод. Видно, по стеночкам стекает капельки. Маслянистый коньячок. Будем пробовать? Горячий. Небольшой тратхит. Да, спиртик чувствуется, но не так сильно. Все-таки напиток 40 градусов, там и должен чувствоваться спиртик. В запахе спирта гораздо больше. Анестезия на губах. Великолепно. Давайте-ка сделаем бурю в стакане во втором бокальчике, чтобы он у нас успел постоять. И продолжим знакомство с первым. Купил я его в ленте за 539 рублей. Посоветовал мне его в комментариях Паха-Паха. А я человек простой. Увидел, купил, выпил. Хорош. Насчет увидел, купил, выпил, это я погорячился. Мой мозг отказывался видеть на полке эту бутылку. Я взглядом прошелся по нему раз 8, и я его не узнал. Такое бывает. Заканчивается, кстати, бокал очень приятно. Хорошо. О, сухофрукты чувствую. Виноградик чувствую. Сладенький и фруктово-яблочно-грушевый. Виноградно-яблочно-грушевый. Похож на изюм, да? В сторону конченого. Нас ждет вторая. Производитель этого старца ООО «Кахетинское традиционное виноделие». Грузия, Гурджания, сорт винограда Ракацителли. Заценим запах второй. Но вторая уже меньше пахнет спиртяжкой. Вкус отличный. Сейчас я и дуб почувствовал. Дуб или сосну. Ну, короче, что-то угольно-деревянное почувствовал. Как он хорошо продолжает стекать по стеночкам. Это прямо красиво выглядит. Этикетка утверждает, что этот коньяк произведен в Грузии и разлит по бутылкам в Грузии. На том же заводе, где Беловый Групп производит свои сокровища Тифлиса. Ну и как он мне на вкус? Отлично он мне на вкус. Нет, это коньяк не под шашлык. Это не тот коньяк, который можно сесть и стопками глушить, чисто жирное мясо запивая. Он приятный на вкус, легко пьется. Трудхит слабый, ощущается крепко, обратной тяги не имеет. Запах хуже, чем вкус. Запах подкачал, но вкус отменный. Буду его брать при случае. А че нет? Приду в ленту, Дубровского нет, возьму его. Стоит ли он своих денег? Конечно, стоит, с запасом. 539 рублей, вполне хороший напиток. И какое же место он займет в моем алкорейтинге? Я не могу сейчас определиться, поставить ли его на одну планочку с сокровищами Тифлиса 8-летними, или чуть ниже, потому как сокровища Тифлиса 8-летние, а этот старый Кахети 5-летний. Наверное, сокровища Тифлиса помягче, то есть 1/10 ебалов я ему срежу. Короче, этот старый заслуживает 7,3, 7,4, 7,2 ебала. Я это точно определю, когда уберу его до конца. Примерно он рядышком с сокровищами Тифлиса 8-летними, но чуть-чуть порезче у него запах спиртяжки. Пользуясь случаем, посещайте сайт alkovitek.ru, сравнивайте напитки, оставляйте комментарии, влияйте на рейтинг напитков. Смотрите мои другие видеоролики,
И помните, если ваш ум что-то скрывает, об этом расскажет ваше пьяное лицо. До встречи в следующую пятницу.